Солнце медленно садилось, когда отец собирал свои вещи. «С тобой все будет в порядке, дорогой. Я скоро вернусь», — сказал он своему взволнованному сыну. Тот молчал и прятал глаза, подозрительно косясь в сторону родительской спальни. Вот уже несколько месяцев ее обитателями были отец и его новая супруга Марина, которой совсем не нравился мальчик. Она постоянно задевала его, когда отец не видел, говорила мерзкие вещи о его внешности и характере, однако Илья даже не думал жаловаться отцу. Для него Марина стала долгожданной отдушиной после смерти любимой жены. Поэтому Алексей даже не догадывался о подлых проделках новой возлюбленной и с чистой совестью собирался в рабочую поездку. Он крепко обнял сына, поцеловал Марину и уехал, так и не заметив странный взгляд, который та кинула на сжавшегося у дверей Илью. Через несколько дней Марина предложила пойти на прогулку в лес. «Это будет наша маленькая секретная вылазка. Ты согласен?» — мягко спросила она. Мальчик отреагировал на это предложение с подозрением. В лесу быстро холодает в это время года, да и для грибов было уже поздновато. Однако деваться ему было некуда. В полной тишине мачеха и пасынок доехали до лесной окраины, затем вышли из машины и отправились гулять по сосновой глуши. Сначала Илья даже расслабился. Они шли, не сворачивая с тропинки, а Марина весело и беззаботно хохотала, рассказывая мальчику истории о своей юности. Погружаясь в эти увлекательные рассказы, мальчик и не заметил, как под ногами закончилась дорожка, а задорная улыбка Марины из дружелюбной превратилась в пугающую. «Послушай меня внимательно, мальчик», — вдруг сказала мачеха, нагибаясь к Илье. Ее глаза мерцали странным светом. «Знаешь, дорогой, мне лучше вернуться домой одной и рассказать отцу, что ты неожиданно начал вести себя странно. А после этого сбежал, как я не старалась тебя остановить. Мы даже поищем тебя какое-то время, а затем, когда не найдем, я твоего отца утешу. Потом родим собственных детей. Как тебе идея?» произнесла она с ухмылкой, а затем резкая боль в затылке застала мальчика врасплох. В глазах потемнело, и мир погрузился во тьму. Сумерки окутали лес, когда молодая волчица, вышедшая из логова в поисках добычи, бесшумно бродила среди высоких деревьев. И вот среди этой тишины волчица услышала слабый тревожный плач. Ее уши мгновенно поднялись, словно слушая зов безысходности. Она отчетливо уловила запах человека, маленького мальчика, потерявшегося в этом безжалостном пространстве. Мгновенно ощутив инстинктивное желание защищать потомство, волчица направилась к источнику звука. И вот среди зарослей она увидела человеческого детеныша, замерзшего и потерянного. Его глаза излучили страх, словно он уже предвкушал приближение смерти. Волчица медленно приблизилась, как будто боялась разрушить это хрупкое равновесие момента и окончательно спугнуть ребенка. Прильнув к мальчику, волчица ощутила его лихорадочную дрожь и слабый пульс. Она облизала его лицо, словно хотела умыть от налипших сосновых иголок. Волчица укутала мальчика своим теплым телом, как покрывалом. Ее черные глаза излучали материнское умиротворение, словно она говорила: «Все в порядке, ты в безопасности». Для Ильи волчица, лежащая рядом с ним, изначально вызвала неподдельный страх и беспокойство. Однако, по мере того, как мальчик приходил в себя, он почувствовал благодарность и облегчение, понимая, что волчица не желает ему зла. Когда мальчик окончательно пришел в себя и обрел силы, волчица, словно понимая, что время пришло, мягко дотронулась до его одежды. Почувствовав пульс его сердца, волчица поняла, что настало время проводить мальчика к безопасности человеческого мира. И так они медленно двинулись через лес.
Волчица всегда оставалась внимательной, продолжая охранять мальчика, пока они не добрались до края леса. Там, в свете огней деревни, волчица нежно подтолкнула мальчика вперед, направляя его к людям и безопасности. Уже без волчицы мальчик медленно приблизился к двери ближайшего дома и робко постучал. Дверь открылась, и перед мальчиком открылась уютная гостеприимная обитель. Люди в доме сразу приняли его, привели к камину и накормили горячим супом. После того, как мальчик немного отогрелся, один из добрых людей дал ему телефон. Мальчик с трепетом набрал номер отца. Его голос был тихим, но полным надежды. От звука родного голоса его сердце застучало сильнее, а глаза наполнили слезы радости. Отец же еще до звонка сына был наполнен отчаянием и тревогой, словно должно было произойти что-то плохое. В конечном итоге, не выдержав дурного предчувствия, он не смог доехать до места командировки и резко развернул машину, направляясь домой, где его встретила заплаканная Марина. Она старательно отыгрывала заготовленную ложь, рассказала Алексею, что его сын убежал, не собрав вещей, и Марина не смогла его найти. Эти новости стали ударом для любящего отца. Он, стиснув зубы от ярости и беспокойства, велел жене не уходить далеко от телефона, а сам позвонил друзьям и в полицию. В этот момент он услышал заветный звонок. Распознав в трубке голос сына, отец почувствовал, как огромный камень упал с его сердца. «Папа, это я!» Тихим, дрожащим голосом прозвучали слова мальчика. «Тетя Марина бросила меня в лесу». Не бросая трубку и разговаривая с ребенком, отец бросился к машине и отправился по названному адресу. Прежде чем покинуть дом, отец столкнулся с женой и, вложив в каждое слово весь тот гнев, что овладел им, закричал, что по их возвращению даже духа женщины не должно быть в его доме. Марина сжалась, испуганно глядя на мужчину, но не сказала ни слова. Алексей ехал по пустынной дороге и по телефону слушал невероятный рассказ Ильи. Слова его маленького сына, наполненные чистой и неподдельной благодарностью к волчице, которая согрела его и вывела из леса, отпечатывались в его памяти. Подъезжая к деревне, отец увидел одинокую серую фигуру, стоящую за деревом. Внезапно его сердце сделало невольный скачок, и он ощутил сильнейшее чувство благодарности и умиротворения. Он понял, что это та волчица, что спасла его сына от неминуемой гибели. Мысленно он сказал спасибо этому зверю, который оказался гораздо добрее, чем многие люди, и поклялся, что никогда не забудет этот момент. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.